Вот тут вот, ребят, была тюрьма, да, Антон? С полицейским участком местным. Камеры сохранились. Ага. Может, когда-нибудь мы попадем туда внутрь и поснимаем. Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Прибыли сегодня на огромный господский двор. Приехали далеко. Кстати, Антон Б. передает привет Николаю Бывалову. Огромный привет. Генерал собрался, но мы выдвигаемся, друзья. Пойдем на солнышко туда. Поехали. Все неугомонные ребята, неугомонные. Пойдемте, друзья. Вот тут вот один дом был. И дальше там два огромных дома стояло. Сейчас мы их быстро прошерстим. Вперед. Вышел на поле перед домами. Пломба Кёник Алина. Вот такая вот. Генерал по-любому серебро найдет. У него чуйка нечеловеческая. Ну что там, Павел? Антон, монетка. О, сейчас теперь будем пробираться. Ползу, Пах. Кругом кирпич, посуда битая. Вон 5 фенигов. Вылетело, на, держи. Разрабатываем помойку. Пах. Антон там занимается. Что там? Бутылка. Думаешь, целая, не? Горлышко целое. Ну, поковыряй ее, посмотрим, что там. А, блин. Не, сильно шевелится, Антон, она не целая. Да. Мне повезло. Вот такая бирочка у меня, видите? Брендированная причем попалась. Разрабатываем помойку. Генерал где-то в кустарнике. Тут вот поле. Рядом на поле жидковато. Прорабатываем. Антон с пинпоинтером работает, да. Мы сегодня что-нибудь достанем однозначно, друзья. Прям я чувствую это. На траве еще иней. Кричат журавли на фоне. И вот они, первые находки. Друзья, 3 к ряду. Я что-то вот первую бирочку достал. Даже не обратил внимания. Ну, ВК и ВК. Тут как бы, если что, прошу администрацию ВКонтакте связаться, если заинтересует, конечно, такая находка. В чем я сомневаюсь. Видите, справа надпись. На одной. На второй. Тут сверху получается. Хреново видно. Ну, понятно, что это какие-то... бирки. А к чему они? На них вот тут вот стоит еще сзади 36-й год, наверное. На этой вот я вижу. И здесь тоже 36 или 38. Что ими клеймили? Ну, на птичьи не похоже это. Это не птичьи кольца. Это что-то другое. Может, кабеля какие-нибудь. Так что пишите, ребят. Вот такие побрякушки первые. Сейчас будем копать дальше. После ВКшечек, друзья, смотрите, какой сигнал интересный. И какая прикольная, я так понимаю, это брошь или заколка выскочила. Сейчас пойду ее помою и посмотрим вместе с вами. Вот такая вот, друзья. Не знаю, что это. Ну, вряд ли заколка. Может Зажим. Может, какая-нибудь зацепчик непонятный. Кто имеет
Мнение на сей счет пишите. Тут такое эхо, ребят, вообще в шоке. Эй, дед! Дай серебро! Ой! Ну вот, нашли товарища. Сразу, как у следопыта, лупа с собой. Я слепой. Поближе к сердцу, чтобы дорогое. О, нифига тут серебряников набрал. Ух ты. Смотрите, крестик какой. Старенький. Монета 1700 какой-то год. Ну это этот. Монтанка. Трехгрошевик. Вот тебе и серебро, Антон, как ты говоришь. Еще рамочка тоже серебряная, наверное. Кулончик был. Или кольцо было. Кольцо, скорее всего. Генерал по серебру сработал. Вау. Вот такая красота у нас сегодня, ребят. Просто песня. Вот вдоль дороги дом распаханный. Сигналов уйма. И вот попадается четырехлистный клевер такой. Не знаю, крышка похожа как от велозвонка. Внутри что-то все белое какое-то. А снаружи вот так вот, ребят. Полежи здесь, пока я поброжу. Хорошо, и водичка рядом, помыть можно сразу все. О, серебро выкопал сразу. Давай. Давай, кушать. И сыр, и шпроты, все вместе. Русский бутербродик. Да, да, да. Красотища. Отдыхаем, друзья. Вообще погода. Ну просто, блин. Потеплело. Такая красота. Шик. Сторона генерала. Вот он похудел, короче. То... Вон штаны, смотрите, уже. Падает. Уже даже ремень на последних этих. И то не это самое. Не держится нифига. А как вы добились такого успеха? Благодаря тебе, ходивший по лесу. И по полям, И да? по полям. Ну, может, будем пока прекращать худеть или нет? Нет, будем продолжать. Надо бока тут и сейчас. Будем худеть, целлюлит убирать. Так что, друзья, записывайтесь, кто это самое. Я даже раньше не знал, что это такое целлюлит. А теперь уже узнали или нет? Узнал. Теперь избавляй. Женщины плачут, каждая вторая. Хожу по хутору. Целая трубка. На полях они разбитые часто попадаются. Я вам уже показывал. Идем, пытаемся нащупать топ. Возможно, вот он был. Вон бугор впереди. Живности просто много. Кабаны тут прямо стадами ходят. Маленькие, побольше. Вся дорога. Ну что, ребят, еще одна монета. Это уже 1865 год, 2 пфенига прусских. Вот он, герб сзади. Конечно, грязища такая. Ого-го. О, по 60 килограмм на ногах таскаем.
Ну, зачет. Советского мусора, можно сказать, нет. В основном все немецкое. Вон, видите, осколки валяются повсеместно. Идем. Антон меня спрашивает такой: Пах, а глазами вообще реально монету найти или нет? Конечно, реально. Тишина такая вообще. Только журавли кричат, и генерал гуляет. Ребят, чуть не опешил сейчас. Представляете, думаю, нифига себе! Гайка. А ну, смотрите. Лав. Какая-то современная бижутерия, походу. Блин. Так, ну что, ребят, мы подводим итоги. Короче, что у нас получилось? Но сейчас мы еще заедем в одно место. Антон нам сказал, что сейчас покажет место, где что там, Джек? Антон, где... Командир группы Джек погиб, крылатых. Ага, и мост, да? Где они Мост разбитый на Ржевке, да. Сейчас поедем туда, будем там смотреть. Получилось у нас вот так вот. Не сказать, что супер, но находки есть. Находки есть. Генерал вот такой крест поднял. По-моему, это, скорее всего, это наш, наверное, крест. По ощущениям. Как лепесток, да, такой? Раз. Вот такая вот крышка от звонка, скорее всего. У генерала еще полтинник вылетел. Недавно видел, там вот такие вот бывают и по 30 тысяч рублей стоят. Такого вида полтишки. Монетный двор А, 1924 год. Но, по-моему, это не тот, который дорогой. Вот эти вот ВКшечки у меня. 3 штуки их попалось. Не знаю, что такое. Буду разбираться, короче, с ними. Все там в надписях. Регистр. Регистр это что-то там. Кто знает, у кого есть представление, что это за бирки, от чего они, и на них даты стоят еще, пишите. Вот это кольцо меня разочаровало, потому что я думал сначала золото поднял, а потом оказалось современная бижутерия. Что еще? Ну, мы там копаться не будем, да? Не, уже копать не будем, просто смотреть поедем. Куда уже? Серебришка, да. Не без серебришка. Деду кричали: дед, дай серебро. И дед дал серебро. Но не мне, а генералу. Солдатики. Безделушки всякие. Ну, короче, так. Ложечка. Да, вот ложечка. То ли для специй, то ли для других специй, непонятно. Ну и всякая цветняга там, короче, получилось. Так что, друзья, не переключайтесь. Сию минуту мы поедем смотреть интересные места. Приехали на памятник. Расскажешь, Антох, что тут? Да, всем привет. Тут памятник командиру разведгруппы Джек. Крылатых фамилия. Памятник, можно сказать, такой символический, потому что само место гибели не здесь, чуть ранее. Угу. В предыдущем видео Паша показывал концлагерь Хохенбрух. Угу. За лагерем протекает маленькая речка, небольшой мост. Группа Джек в этом районе высадилась. Взорвали мост, попали в небольшую засаду. И, по-моему, командир самый первый погиб. И вот ему вот памятник здесь поставили в то время. Поставили у дороги, чтобы как бы можно было подъехать, потому что само место гибели обозначено железным столбом с красной звездой. И оно в очень глухом лесу, далеко. Да еще сейчас все затоплено. Да, тяжело добраться. Туда вообще не подойти.
Разведчику крылатых. На 9 мая очень много людей приезжает сюда автобусами. И журавли кричат. Сюда приезжал один из уцелевших, выживших Угу. из отряда Джек. Фамилию не помню, живет в Беларуси, уже сейчас жив, надеюсь. Мужчина такой волевой очень в возрасте. Да вот он прям рассказывал, что как бы вот главное было, что здесь необычно, когда группа высадилась, у немцев не было подлеска. То есть не было веток, не было кустарников. И леса просматривались там на десятки метров. Это осложнило всю операцию, потому что как бы, ну, все на виду. Угу. Дальше по дороге находится поселок Громово. Там очень большой мост, который они взорвали после уже этого места. Река, по-моему, Ржевка называется. И там очень большой мост. Надеюсь, сейчас мы доберемся до него. Ну да, поехали попробуем. Ну что, ребят, поехали к мосту, попробуем туда пробраться, не знаю, как будет дорога. Так что вот так вот. А вы вообще обратили внимание, у меня шусы, блин, батюшки мои. Мы приехали в поселок Громово. Антон говорит, это забытое Богом место. Не совсем, но конец цивилизации точно. Тупик. Дорога кончается тупиком. Немецкий. Да, ехали по дороге вокруг сплошные болота одни. По картам здесь все хутора попали, лево-право были. Какой-то коровы, да, вон, скотина. Вот в таких местах далеко. Контейнеры несут стоят. Не, ну Едем к мосту, который группа Джек взорвала, да, получается? большой мост очень. Кирха капут. Мгм. А тут, кстати, психиатрическая больница. Она закрытого типа, да? Подбираемся к мосту с третьего захода. Сначала неправильно поехали, потом поехали по объездной дороге, там не проехать. Все размыто. Теперь вот вышли на верный путь и двигаемся по брусчатке. Там хоть развернуться есть будет? Возле моста. Не пугайте меня. Ну нормально. Ну там впереди просто ужас. Сейчас генералыч сказал, сейчас болотники оденет, пойдет смотреть. Смотрите, что там впереди, это просто жесть. Вода, 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 вода. Кругом вода. Смотри, какой фундамент. Спать, блядь, подвал. Да, вон фундаменты. Все, генерал на погружение пошел. Пора подбирать. Все, ребят, проехали. Как бы вот так вот получается. А вот и счастливый генерал погулял по воде, да?
по лужам же с детства. Я как помню, вы еще маленькие были, всегда любили по лужам гулять. Ну да, ты же видел. Ну вот, добрались до моста. Вон, видишь, какая дорога хорошая с той стороны. Ага. Там вон рыбку ловят. Да, взрывчатки много. Где они ее взяли? С собой носили? Нет, сбрасывали. Груз, я подумал. Им, наверное, По-любому. отправили, да? Сбрасывали на точке, они просто знали где. Ну как тут, видишь, сколько взрывчатки. Смотри, какая арматура. Вот такой вот мост. Едем в Толпаке, Паша за контент проставляется. Что беззубый смотришь на меня? А вот проезжаем Кирху Миляукен. Копия кирхи в Потсдаме. Такая же стоит. Угу. Архитектор один. Погода сегодня, конечно, просто песня. Ну все, ребят, генералу поправляться надо. Приехали на чебуреки, короче. Ну что, как вам? Поправляюсь. Нормально. Приятного аппетита.